Викингами норманы звали тех воинов, которые ходили в морские походы за добычей. Страх и ужас они внушали жителям прибрежных районов Северной Европы, Прибалтики, и доходили их дракары даже до Африки и Северной Америки. Бесстрашные воины, считающие за честь погибнуть в бою, молящиеся Одину и Тору в надежде попасть в Вальгаллу. После них оставались лишь пепелища и трупы, и страшная слава берсерков порой обеспечила добычу без единой пролитой капли крови. Заслышав о приближении их дракаров, селения пустели. Так гласят легенды о них. В этом видео я расскажу вам о 6 классных фильмах про викингов. Поехали! Следопыт, 2007 год. Действие фильма «Следопыт» разворачивается за 600 лет до того, как Христофор Колумб открыл Америку. Викинги пытаются захватить Северную Америку, где основательно поселились индейцы. В один из дней молодая женщина из племени индейцев обнаруживает на скалах разбитый корабль, а в нем маленького мальчика. Девушка принимает решение забрать малыша в свою семью. Ребенок викингов воспитывается в племени индейцев, получая новые навыки, знания и приобщается к их традициям. Позднее мальчик получает прозвище «Призрак». Спустя 15 лет, собравшись силами и убедившись в недостаточности собственных владений, викинги вновь решают напасть на индейцев. Неожиданно на их пути появляется могучий воин, которого коренные жители называют призраком. Парень вырос и намерен с оружием в руках защищать тех, кто принял его в семью и вырастил как родного. Фильм был плохо принят критиками, с рейтингом одобрения в 9%. Обычный зритель также неоднозначно отнесся к картине, что сказалось на кассовых сборах. Так, при бюджете в 45 миллионов фильм собрал почти 31. Викинги, 2014 год. У берегов Шотландии терпит кораблекрушение дракар. Цель путешествия его пассажиров – грабеж богатых монастырей Британии. Викинги оказываются на вражеской территории. Далеко от врагов. И от друзей тоже. У нас нет друзей. Единственное, что может их спасти – добраться в отдаленное поселение сородичей в глубине острова. Главой отряда становится Асбьорн. В первой же битве к ним в плен попадает прекрасная Инхин. За нее решает просить выкуп. Красивую пташку ты выпустил. Отец девушки, местный правитель, отправляет ей на подмогу группу наемников-убийц по прозвищу Волчья стая под предводительством Хьора. Если ты вернешь мне мою дочь живой, я щедро вознагражу тебя. Один из викингов тяжело ранен, и ему требуется срочная помощь. К счастью, они встречают старого монаха Коннелла. Что ты и твое стадо ищете в этой части страны? Здесь люди бедны и нет монастырей для разграбления. Который говорит, что жизнь страдальцу осталась один день и нужно найти убежище. Внезапно на них нападают местные разбойники, грозятся убить Инхин. Отряд вступает в схватку, в которой старец показывает чудеса ближнего боя. После боя он приглашает скитальцев к себе и обещает позаботиться об их друге. Кладите раненого туда. Асбьорн не доверяет ему, но нет выбора. Надо вылечить Бьорна и отдохнуть перед дорогой. Тем временем убийцы из волчьей стаи идут по кровавому следу путников. Это их задержит. Фильм получил смешанные оценки критиков. О бюджете картины неизвестно, а сборы составили $3 миллиона. Почти миллион собрали в российском прокате. Варяг, 2022 год. История разворачивается в X веке в Исландии, когда воинственные племена еще лили безжалостно кровь в попытке захватить очередной клочок земли.
Молодой принц Амлет становится свидетелем гибели своего отца. Когда юный предводитель племени был еще совсем мальчишкой, его отца, короля, убил родной брат, викинг Фьолнир. Он не только лишил его жизни, но и взял насильно в жены его супругу и мать Амлета. Король Фьольнир нашел себе королеву. Спустя годы законный принц решает отомстить за содеянное его дядей, вернуть мать, земли и трон, принадлежащий ему по праву. Он собирает вокруг себя группу единомышленников-викингов, а также объединяет силы со славянской ведьмой Ольгой. Даже если твой брат украл мои глаза, я вижу тебя. Теперь его не остановить. У него лишь одна цель – кровавая, жестокая месть. Фильм масштабный, рассчитанный на большой коммерческий успех. Об этом говорит его бюджет в $90 миллионов. И актерский состав. Главные роли сыграли Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой. Рейтинг одобрения критиками высок, но несмотря на такие вводные, картина провалилась и собрала всего лишь 69 миллионов. Вальгалла. Сага о викинге. 2009 год. Действие фильма разворачивается в 1000 году нашей эры. Главный герой фильма – немой воин-раб по прозвищу Одноглазый. Он в течение долгих десятилетий доказывает свою непобедимость в боях с самыми разными противниками. Большинство людей так сильно боится свирепого, неукротимого раба, что его держат в специальной клетке на цепи. Однажды судьба оказывается благосклонна к невольнику. Ему предоставляется случай сбежать из рабства. На своем пути он встречает странников, которые отправляются в Иерусалим, и решает отправиться с ними. Случайные попутчики оказываются крестоносцами, которые ведут войну за Святую Землю. В дороге путники попадают в сильный туман и вместо Иерусалима попадают в неизвестную местность, где подвергаются атаке индейцев. Очередной провал фильмов о викингах. Картина получила смешанные отзывы критиков, но тем не менее была отмечена на фестивале Фантаспорту специальным призом жюри. Бюджет фильма составил 4 миллиона, а вот сборы совсем крохотные. В США это $30 тысяч, мир дал еще 280 тысяч. Викинги, 1958 год. 1000 лет назад скандинавские викинги во главе с королем Рагнаром высадились на побережье Англии в надежде захватить вожделенные земли. Движимые жаждой наживы, безжалостные воины опустошали британские острова, сея смерть и разрушение. Эйнар и Эрик были сводными братьями. Первый – сын короля викингов Рагнара, бесстрашный и непобедимый воин, которому не было равных в боях. Выпей со мной за возвращение Рагнара из похода. Англичане! Второй – его слуга и раб, ничего не знающий о своих родителях. Братья не подозревали о своем кровном родстве и с детства ненавидели друг друга. Многолетняя вражда достигла критической точки, когда оба влюбились в уэльскую принцессу Моргану. Фильм в целом тепло был встречен критиками, окупившись в прокате. Он с большим успехом демонстрировался в США, Канаде и странах Европы, особенно в Великобритании, где занял в 1958 году 3-е место по продаже билетов. В 1966 году состоялся повторный прокат фильма. В 1979 году он был закуплен СССР и показывался во многих советских кинотеатрах. И на камнях растут деревья, 1985 год. Действие фильма разворачивается в IX веке. Норвежские викинги совершают нападение на славянскую деревню. Мужчин в ней живых не осталось, все они погибли в схватке с данами. Скажи, где все люди? Но остался, оказывается, в деревне еще один юноша по имени Кукша. Неопытный, но храбрый. Он вступает в неравный бой с викингами. Предводитель викингов Торер замечает Кукшу и решает, что из него выйдет славный воин. Ты потерял хорошего раба. Он мог бы стать хорошим воином, а рабом навряд ли.
Теперь Кукша сражается на стороне викингов. Происходит новая схватка с данными. Смелый юноша поджигает корабль противника, что и решает исход кровопролитной битвы. За это Торир усыновляют Кукшу и дают ему новое имя в честь своего погибшего племянника. Теперь Кукшу зовут Эйнар Счастливый. Смелый воин участвует в сражениях и покоряет сердце дочери верховного предводителя варягов Сигню. Жизнь его полна приключений и славных битв, но тоска по родине не дает покоя Кукше. Сердце его стремится к родному дому. Фильм совместного советско-норвежского производства и наиболее приближен к исторической действительности образа жизни викингов. В Норвегии картина была встречена прохладно. Считается, что норвежцам не понравилось, как изобразили их предков. Было мало драк, и в целом им, зрителям голливудских блокбастеров, фильм показался незрелищным. Выйдя в советский прокат, картина собрала в кинотеатрах почти 20 миллионов зрителей и получила приз за вклад в развитие советских исторических фильмов. Ребят, я создал телеграм-канал, в котором показываю природные катаклизмы, происходящие в последнее время, о загадочных явлениях, таких как, например, кроваво-красное небо в Китае. Рассказываю об интересных животных. Это огромная кожистая черепаха. А это существо называют немертины, и оно извергает наружу свои внутренности, что выглядит довольно мерзко. Так что подписывайтесь, думаю, не пожалеете, а отписаться всегда успеете. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии.